картина – это такая вещь, она должна быть одна. Ее надо продумать от и до, проникнуться ей, прочувствовать, захотеть ее сделать изо всех сил. Все равно не получится то, что хотелось, но получится что-то неповторимое. Если есть желание ее вот от начала до конца, как бы она должна быть в голове вся. Идея должна быть в голове, и как это сделать, тоже должно быть полностью в голове. Хотя бы не полностью, хотя бы там 2/3 уже должно быть вот сложиться. Путь, как она делается. А дальше по ходу, может быть, и появятся мысли, как ее закончить. А может и нет. Сначала один угол. Потом вот это растянем сюда. Чуть-чуть так, в натяжку его. Второй угол фиксируем. И дальше вот это вот все прогоняем. Прям по всей длине. Все, переворачиваем. Проверяем, чтобы он был вот нитки параллельные подрамнику. И середину, так, вот здесь вот фиксируем. Не особо сильно надо натягивать все это. Вот теперь надо тянуть в направлении не просто вверх, а вверх и в бок, вот от центра. Потому что, ну не знаю почему. В общем, вот. Раз и немножко в бок. В обе стороны. По одной, по две, но не больше. Вот желательно, чтобы вот этот вот край прошел параллельно вот этому углу. Все. То есть в эмульсионку добавлено на глаз ПВА, чтобы было его присутствие ощутимо. Но ПВА немного. Какая часть? Ну, допустим, 1/10 часть ПВА, 0,9 эмульсионки. И потом мы все это разжижаем водой, потому что здесь как бы зависит от того, насколько густая эмульсионка. Она может быть жидкой, может быть густой. Она должна вот так вот течь. То есть вязкая такая жидкость. Не густая, не жидкая, такая вот. Если будет совсем жидкая, она пропитает холст насквозь и ничего нам не даст. То есть вот, перемешали все это. И после этого вот очень аккуратно, без нажима, вот так вот кладем на холст, чтобы не пропиталось насквозь. И вот так вот поглаживаем его, распределяя эту краску с кисти, чтобы она только у нас не впитывалась насквозь. Вот этот холст, он очень хороший, очень плотный. И позволяет с первого раза шпателем вот сразу же поверхность выровнять. Вот резиновый шпатель. Без нажима, опять же, просто прогоняем вот это все дальше. И насквозь она у нас не пройдет, потому что мы нигде не надавливали, и холст очень плотный. Но зато у нас сразу вот волоски холста прилепляются, забивают там какие-то дырки в холсте и дают такой ровный слой. То есть разглаживают
неровности холста в том числе. Вот. Вот мы прошли, одну часть холста мы уже загрунтовали. Ну и таким образом вот продолжаем двигаться дальше. То есть набираем вот здесь вот без нажима и без огромных луж. Границу опять вот делаем, соединяем уже готовую часть с не готовой. Вот набрали какой-то слой эмульсии и поехали дальше. С самого начала опять же прогоняем. У нас получается такая поверхность абсолютно равномерно покрытая первым слоем водоэмульсионки. Вот все лишнее там сразу убираем. Но первый слой, вот ему надо дать обязательно полностью высохнуть, чтобы пошкурить его. Потому что после второго слоя уже шкурить бесполезно. В каком смысле? То есть вы, например, если вот сильно торчащий узел какой-нибудь, допустим, если его 2-3 раза прогрунтовать, а потом взять и начать шкурить, то вот этот узел, он сотрет с него все слои водоэмульсионки. И, например, третий раз, когда будете грунтовать, то вы будете этот узел грунтовать как первый раз. А первый раз он будет топорщиться и все равно будет вылазить выше всех остальных, выше остального вот холста. Неоднородно будет. То есть этот узел всегда будет узлом. То есть пошкурить можно только первый раз, как следует. Но вообще по технологии холст сначала нужно проклеивать. Ну, либо желатином, либо жидким там со смесью воды с поливинил вот этой ацетатной эмульсии, с ПВА. Но так как у меня есть уже клей в этой ПВА, то я как бы вот обхожусь без этого. Но не всегда, иногда проклеиваю изначально. Ну вот он почти, он весь ровный. Вот там уже, в начале, там уже волоски прижимаются, потому что эмульсионка в этом месте уже как бы начинает подсыхать. И когда к ней вот шпателем прижимаются волоски, они уже прилепляются намертво. Ворсинки холста. И он становится абсолютно таким гладким, даже вот с первого раза. Я сейчас вам покажу обратную сторону. И на обратной стороне не будет ни капли вот этой водоэмульсионки, которая прошла насквозь. То есть очень хорошо загрунтованный будет холст. Потому что я не давлю, я вот просто как бы размазываю это все так деликатно, без нажима, равномерным слоем. Сейчас я просто до конца дойду и потом шпателем сделаю такую же поверхность, как у всего холста. Вот все распределено, все закрыто, ни одной дырки. Все. И в обратном направлении могу пройти. Потому что это вот первый слой, тут не важно. Главное нам, что вот мы его закрыли. Здесь идет большой расход грунта, потому что он забивает всякие поры. А потом расход будет гораздо меньше. Вот он уже гладкий такой. Довольно гладкий. То есть вот все там хорошо. Вот теперь его надо полностью высушить, то есть лучше второй слой делать на следующий день, чтобы высохло полностью, для того, чтобы пошкурить.
и убрать все неровности с холста. Ну вот все. Этого достаточно. А теперь вот другая сторона. Переворачиваем. Ничего насквозь не прошло. Холст абсолютно полностью вот покрыт грунтом. Никаких пятен и растеканий. И, наверное, скорее всего, он даже... Ну вот дырки видно. Есть дырки. Вот для этого и нужен второй, третий там. И может быть и четвертый слой. Ну вот завтра будем делать продолжение. Все. А кстати, вот отсюда смотришь, нет дырок. Ну вот здесь вот есть. Вот они, их видно, дырки. Они насквозь. То есть не закрыто, не затянуто все. Должно быть затянуто все. Поэтому вот со второго раза будет уже все. С третьего будет ликвидирована вся бугристость. Но все равно вот фактура холста должна быть видна в любом случае. Просто он должен быть ровный. Эти дырочки, это не страшно, да, для первого раза? Нет, для первого раза они и без них и обойтись нельзя. То есть не закроют никогда с одного раза. Это я не знаю, что за состав такой должен быть. Вот можно закрыть, но все равно. Вот сейчас вот проведем там шпателем. Вот я их закрыл. Но дальше вот я провожу. И все равно там 2-3 там по мере высыхания образуются. Вот они вот мелкие, вот их видно. Дырки насквозь. Со второго раза их уже не будет. Все. Сейчас, конечно, у нас уже тут темно, плохо видно. Но вот, например, от того, что холст мы намочили, он, естественно, вот большие крупные узлы на нем разбухли. И их стало, некоторые из них видно. Ну вот, например, вот выбираем, вот, например, вот узелок. Вот чтобы он не торчал так, и чтобы нам не пришлось его сошкуривать, то его можно просто взять вот так вот и молотком потихоньку так ударить, и он расплющился. И он пропитан эмульсионкой, он слипся и остался таким навечно. То есть это просто упростит работу, когда мы будем избавляться от этих торчков. Вот узелок так есть. Все, он плоский. Ну, ты скажи, снизу подкладываем. Да, снизу-то тоже вот подкладываем железяку и между ними просто потихоньку, без удара подплющиваем. Это облегчит вышкуривание этого холста. Вот у нас эти лепешки, это вот то, что мы расплющили. И именно пока он сырой. Я даже не знаю, тут больше не видно. Да, тут тоже нет. Ничего нет, он довольно ровный, но все равно вот любой холст после грунтовки, он какие-то вот расплющенные узлы в нем надуются. Ну, то есть вот есть узелок. Вот его нет. Ну, то есть вот надо так внимательно посмотреть, там, ну, здесь все хорошо. А вообще очень удобная вещь. Потому что вот шкуркой там же не трется по одному месту. Вот тоже узелок. Ну, тут да, тут есть. Надо перевернуть, а то мне так неудобно. Как-то вот так. Ну, я тут даже не вижу особых-то узелков. А это я не расплющу, потому что под ним подрамник. Его придется сошкуривать. Ну, вот, допустим, просто раз, вот, и он плоский. И он уже слипся, благодаря тому, что он пропитан водоэмульсионкой с клеем. Все, тут прекрасный холст, то есть ничего не надо пока. Отлично. Все. Ставим его сохнуть. Мне надо просто здесь вот, на земле, набрать такую фактуру шершавую. Потому что здесь камушки всякие. Сейчас мы ее вот наберем. И потом
из нее сформируем вот булыжник. Ну вот так.